Всех приветствую на канале Бенди Крипто, и в этом видео расскажу про мемкоины, как их находить, дам вам парочку токенов, которые вы сможете приобрести в свой портфель, и вообще расскажу про это направление, как искать именно те гемы, которые улетают на 1000% в сутки. Видео будет очень интересным, поэтому влепите ему лайк заранее, спуститесь вниз, поставьте лайк, он бесплатный. Если вы не подписаны, то подписывайтесь, а мы начинаем. Также хочу сказать, что у меня есть видео, как торговать мемкоинами, там про сеть Tron. В этом видео мы будем разбирать мемкоины в основном на Solana. Там примерно то же самое, только единственное, что Solana покупать. Поэтому, если вы не знаете, как торговать на DEX биржах, обязательно посмотрите это видео. Ссылочка на него будет в описании. Если что, я могу снять новое видео, где обновлю информацию, где покажу, как торговать мемкоинами на Solana. Короче, это видео обязательно к просмотру, а мы переходим дальше. Ну что, как вам вот такая вот белочка? Называется PNAT, я думаю, уже о ней многие слышали, потому что она сразу залистилась на всех биржах, ее упоминал Илон Маск. И, короче, этот токен выстрелил. Чтобы вы понимали, я давал кол по цене 0.067 в своем закрытом сообществе. Сейчас, я примерно натянул сколько процентов. Короче, с моего кола токен дал 3600%. Вау! Это очень много иксов, это больше 30 иксов. Вот, я лично сам зафиксировал 4 икса, не буду лукавить, потому что я фиксировал по мере роста цены, то есть здесь зафиксировал, тут зафиксировал, тут. Короче, потихоньку фиксировал, и того забрал 4 икса. Пруфы, сейчас вам покажу пруфы. Упоминание 1-5 ноября, когда токен торговался на дне, вот цена, зафиксируйте, 0.067. Вот тогда я и взял, когда она еще только разгонялась. Я посмотрел, что листинга еще нет на топовых биржах. И вообще, как я нашел этот мемкоин PNAT, это супер история. Я, получается, просто листал твиттер, мне попался какой-то чел, который упомянул мемкоин. Я думаю, очередной мемчик, пропущу его. Потом листаю дальше, опять попадается PNAT, но уже официальный аккаунт. Я думаю, как так? В ленте попался 2 раза токен, на который я вообще не подписан. Я думаю, ну-ка проанализирую. Короче, проанализировал, мне понравился очень график, там были дикие объемы. Что там еще? Твиттер был активный у проекта. И я такой думаю, очень интересно, надо, прикупить на копеечку. И, взял себе на копеечку и, скажу так, неплохо прокатился. Если бы я додержал, конечно, до верха, но кто знал, что он так улетит? Кто знал? Но 4 икса тоже, в принципе, мне устраивает. Вот, поэтому такой вот кейсик с PNAT, прибыль на BingX, получается, я еще докупал, там поэтому 0.16 попалась. Цена типа средняя, но цена ниже моя. Я просто случайно купил и продал, поэтому цена сместилась. Но вот на $2 это была моя последняя фиксация, и до сих пор у меня токены еще валяются чуток если вдруг он еще выше полетит. Но капитализация проекта уже 2 миллиарда, это слишком много, поэтому я не советую его покупать, уже поздно. Надо было здесь покупать, там, где мы покупали. Но опять же, я давал кол для своего закрытого сообщества, тут у нас очень интересные сигналы выходят. И вот по такому сигналу мы залетели с ребятами и неплохо заработали. Поэтому, если кому-то интересно попасть в мое закрытое сообщество, ссылочка на него будет в описании, можете более подробно с ним ознакомиться. И давайте теперь посмотрим, как же искать вот такие вот гемы, как PNAT. Во-первых, нам понадобится Twitter, потому что Twitter это самая главная соцсеть криптанская, где сидят все криптоны, и именно здесь я нашел этот PNAT, и можно искать другие мемчики. Вот, кстати, один из мемов, который я хочу вам сегодня дать, это Harambe. Это, получается, аналог PNAT, это у нас умершая обезьяна, и Twitter они довольно-таки хорошо качают, и их упоминал, кстати, Мурат. Мурат упоминал, вот, смотрите, Harambe, 1, 2, 3, 4, 5, на 5 месте у него по холдеранг, то есть по сильным холдерам. И сегодня Муденг еще буду говорить про него, Муденга, это такой бегемотик. Мы тоже его брали, я тоже давал кол по нему в закрытое сообщество, потом я решил и в публичный доступ дать кол. Короче, Муденг и Harambe я давал колы публично, Муденг уже полетел, вот он. Уже в полете потихоньку отправляется ракета. Также я расскажу, как анализировать токен, чтобы он выстрелил. То есть, выстрелит он или не выстрелит. Опять же, это все вероятности. Никто не знает точно, что будет с токеном. Мы лишь играем с вероятностями. И чем больше вы владеете информацией, тем больше шанс, что вы будете правы. А вот эта обезьянка, вот она сейчас, я ее покупал по 0.713. То есть она, видите, каком она просто накопление, тут годовое накопление, и просто прикиньте, куда она может выстрелить. Если вот у белки той капитализация 2 миллиарда, то тут всего лишь 70 миллионов, то есть иксов 5-10 она спокойно может дать, эта обезьянка. Холдеры тут сидят очень мощные, и листингов еще нету на биржах, то есть смотрите, можно брать CoinMarketCap, ссылки на все сайты, которыми я пользуюсь при аналитике, будут в описании. Берем CoinMarketCap, ищем вот эту Harambe. Вот он, Harambe на Solana, капитализация вот примерно 70 миллионов, так как мы смотрели. Обязательно смотрите метрики все, потому что делают похожие токены, и вы можете попасться на скам, если вы случайно нажмете не на тот токен. Вот так выглядит график, собственно, как и на DEX скринере. Ссылочку на контракт этой обезьяны будет тоже в описании, чтобы вы точно перешли именно на этот токен, а не на какой-то там другой. И вот смотрите, я захожу во вкладку Markets, на телефоне прямо то же самое. И смотрите, листинг есть только на Мексе, вот давайте CEX посмотрим, где еще. CoinEx, OurBit и Polonix.
Но Polonix тут что-то как-то не работает. Может, они закрыли листинг или не вышли. Короче, вот только 3 биржи CX есть. Остальные это все DEX биржи. В чем отличие DEX? В DEX вы торгуете прямо напрямую в блокчейне, а в CX вы покупаете у биржи токены. И вот смотрите, Perpetual, фьючи. То есть еще даже нету фьючей на эту обезьянку. То есть это токен в самом только начале своем. И если он выйдет из вот этого годового накопления, то он просто улетит в стратосферу. Поэтому будем надеяться, что у них получится, будут листинги на биржах, будут листинги на фьючах, это будет порождать спрос на токены, токен будет расти. Обязательно при аналитике смотрим, если на каких-то биржах, если токен уже торгуется на всех биржах, вот тот же взять PNAT, он уже вышел на все биржи, на Binance, на OKX, на Bybit, то есть у него запас хода уже ограничен, у него большая капитализация, и да, там может он еще вырасти там до 5 до 10 ярдов, но это уже не те иксы, которые если бы мы покупали здесь. Поэтому тоже обязательно смотрите, чтобы капитализация проекта была около, не знаю, чем ниже, тем рискованнее, чем выше, менее рискованно, но меньше прибыль. Вот так. Также вам хочу показать раздел мемкоинс. И реально мы сейчас находимся в суперцикле мемкоинов. Посмотрите, мемкоины все зеленые, они все растут, в то время как другие альты падают, либо стоят на месте. Вот поэтому сейчас нужно разбираться в этой теме, и нужно разбираться, как работают мемкоины, как анализировать и находить те самые гемы. Сандога тоже мы заработали на нем неплохо, вот этого хипа я тоже держу. То есть надо искать такие вот гемчики. И сегодня я рассказал вам про Mundeng. Я его давал даже в открытом доступе, я его давал по 45 центов. С пацанами мы заходили в закрытом канале по 32 цента, сейчас он стоит 62. В принципе, у него капитализация уже как бы большая, но 2 икса, я думаю, он сможет сделать, потому что сегодня анонсировали они листинг на бирже OKX, вот их официальный твиттер, Mundeng Fan Page. Mundeng это вообще бегемотик из зоопарка, вот этот именно твиттер посвящен токену. Анонсировали выпуск на OKX, он на фьючах уже торгуется, и сейчас анонсировали на спот. То есть спот это возможность людям давать купить токен. Это очень важно, потому что люди теперь смогут его покупать, тем самым толкав цену, если спрос будет на этот токен. Я думаю, что он будет. Еще смотрите, как можно анализировать. Вот мы посмотрели Харамбу, то есть толком-то бирж нормальных нету, даже фьючей нету. То есть еще запас хода просто огроменный. Давайте теперь посмотрим на Mundeng. Вот наш Mundeng, смотрите, чтобы капитализация и цена совпадала с токеном на DEX скринере. Можно еще пользоваться DEX Tools, но мне DEX скринер больше нравится, поэтому я им пользуюсь. Это сервис предназначен для аналитики на DEX биржах. Смотрите, что еще можем анализировать. Заходим в Markets. И тут, смотрите, выбираем CX, то есть он уже есть вот на OKX, его сегодня залистили, BitGet, KuCoin, HTX, короче, как бы, такие. OKX это, получается, можно тир 1, тир 2 биржу отнести, все остальные это тир 3 биржи. И смотрите, фьючи, Perpetual, заходим сюда, Binance, Bybit, OKX, сразу, типа, все топовые биржи тут есть, BitMEX, и он есть уже на фьючерсах на Binance, но при этом на споте еще нету. А когда добавят на спот, Binance это тир 1 биржа, на которой самые большие объемы, то этот токен просто отправится в стратосферу. И я собираюсь продавать именно тогда, когда будет листинг на Binance и на Bybit. Поэтому тоже смотрим за этим, смотрим, где уже токен торгуется, где он есть на фьючах. Если есть где-то на фьючах, то, скорее всего, скоро завезут спот. То есть вначале листятся фьючерсы, а потом спот. Иногда бывает сразу листят и фьючерсы, и спот. Это все зависит от токена. И еще почему Mundeng я выбрал и инвестировал в него. Смотрите, во-первых, количество холдеров. Тоже важно, чтобы было количество холдеров. Чем больше, тем лучше. Чем меньше, тем более рискованнее токен, но и больше запас хода роста. И смотрите, желательно, чтобы таких вот не было персонажей, но, скорее всего, это кошелек разработчика, у него 14% токенов, это очень много. Если он даже там 5% начнет продавать, то цена просто рухнет. Поэтому таких желательно, чтобы не было кошельков с большим количеством токенов, но в данном случае это разработчик, я не думаю, что он будет лить. И вот, смотрите, вот такое примерно должно быть распределение, то есть у всех должно быть примерно одинаковое, то есть ни у кого не должно быть сильного перевеса. Когда такое распределение токенов, где у всех примерно одинаковое количество токенов, это нормально, это значит нормально. Еще на DEX скринере есть Bubble Maps, и в Bubble Maps я заметил маркетмейкера Wintermute. Wintermute это тир 1 маркетмейкер, который работает с топовыми биржами, такие как Coinbase, Binance, Bybit, OKX. То есть тут уже сидит маркетмейкер крупный, тир 1. А токен еще вот только находится в своем зарождении пампа. То есть если реально вот так вот сделать, то $1, $1,5, $2 он может вполне пробить. Это вот даже если посмотреть с текущих, давай до $1, это как бы 65% немного, до полторашки, 154%, и до $2 это 229%. То есть, примерно 100% еще он точно сможет дать. Вот, я его покупал по 0.32, я думал, если он пойдет ниже 30 центов, то я буду еще докупать, но он пошел выше. Вот смотрите, как он идеально ходит. Бам, оттолкнулся от уровня, пошел вниз, пробил, ретест снизу вверх и пошел вверх. Он просто ходит идеально.
это значит работает Wintermute, Tier 1 маркетмейкер. Вот так вот выглядит красиво график. Токен летит, смотрите, вот цена. Я не знаю, как с момента видео, сколько будет цена, но уже как бы поздновато покупать. Запас хода реально очень маленький, поэтому я вам рекомендую присмотреться к Харамбе. Это не инвестиционная рекомендация, я просто рекомендую, чтобы вы сами проанализировали, посмотрели. Харамба, Мурат упоминал в своем твиттере. Об этом я делал пост в своем телеграм-канале, поэтому обязательно подпишитесь на Bendy Gang, ссылочка в описании, чтобы быть в курсе всех криптособытий и зарабатывать вместе с нами. Вот Мурат это главный чел по мемкоинам в крипте. Смотрите, Харамба, упомянул Харамбу, Муденго упомянул. В принципе, он достаточно хорошие токены упоминают. У меня, допустим, МОК есть, у меня есть год, недавно тоже его покупали, биткоин у меня есть, попкэт у меня есть, ретардио у меня есть, и все. В принципе, все. Вот такие токены у меня есть. То есть, можете реально присмотреться к Харамбе. Капитализация достаточно маленькая и запас хода огромный, потому что еще не было листингов на биржах. И следующий токен, который тоже можете присмотреться, это у нас S, то есть опа, вот такой вот токен. И вот у него такой график интересный. Если он поджимается сюда и пробивает это, получается, вот эту вершину пробивает, то он может дальше лететь. У него капитализация еще меньше, то есть если у Харамбы 70 миллионов, то у S всего лишь 4 миллиона, но при этом объемы у него тоже достаточно хорошие. Смотрите еще тоже на объемы. Если объемы больше, чем капитализация проекта, это значит, что повышенный интерес к проекту. И желательно, чтобы объемы были, в зависимости от количества, от токена, то есть, если у него капитализация 4 миллиона и объемы около 4 миллионов, это значит хорошо. У Харамбы, смотрите, у Харамбы объемы 70, точнее капитализация 70 миллионов, а объемы 6. Достаточно маловато, конечно, маловато, хотелось бы больше, но опять же, это все из-за того, что нету листингов на биржах, то есть, им можно торговать только на DEX. Из-за этого такие маленькие объемы. Когда залистит его на бирже, то объемы тоже подскочат у токена. Вот, поэтому присмотритесь к AS. Я ссылочку, точнее контракт оставлю в описании, чтобы вы смогли найти. На CoinMarketCap еще нету его, поэтому только на DEX скринере вы сможете анализировать график. Смотрите, количество холдеров 5000. Опять же, что я говорил, чем меньше холдеров, тем более рискованней, но больше шансов роста. И вот, смотрите, какое распределение должно быть. Там 4%, окей, допустимо еще. По 2, по 1%. То есть вот такое распределение токенов, это достаточно нормальное. Еще смотрите, что была ликвидка залочена. То есть вот ликвидность и burn. То есть это сожженная ликвидность. Это значит, что ликвидность разработчики не смогут достать. Потому что если разработчики смогут достать ликвидность, это называется рак-пул, и токен падает в ноль. Это тоже важно анализировать. Короче, смотрим объемы, смотрим капитализацию, чем меньше капа, тем больше шансов на рост и больше рисков. И смотрим, сколько ликвидности, желательно, чем больше ликвидности, тем лучше. И желательно, чтобы она была сожженная. Вот это все обязательно смотрим. Также вы можете смотреть топ-трейдеров. В топ-трейдерах показываются люди, сколько заработали. То есть, для мемкоинов вот такие заработки 73 тысячи долларов, 76, 50 тысяч долларов. Это немного. Давайте посмотрим на Харамбе. Харамба топ-трейдерс. Вот, тут уже более что-то интересное. 157, 101 тысяча. А давайте на Пенате посмотрим. На Пенате там, я вам скажу, будет очень, очень вкусно, как говорится, очень вкусно. 5 миллионов, 4 миллиона, 3, 8 миллионов, 3 миллиона. Вот такие вот люди зарабатывают деньги. Ну-ка еще топ-трейдеров посмотрим на Муденге. На Муденге тоже 9,3 миллиона. Уху, это китяра залетел сюда. 1,2 миллиона. Вы также можете, кстати, смотреть кошельки китов. Тоже нажимаете, получается, сюда. Ладно, у меня почему-то не грузится SoulScan. О! Только сказал, он сразу загрузился. И вы попадаете на аккаунт этого человечка, и вы можете посмотреть, сколько у него, допустим, токенов лежит. Вот у него Solana лежит на 2 миллиона долларов, USDT лежит, USDC точнее лежит, Popcat, USDT лежит, DocWithHead. Ну и, короче, токены можете смотреть. Вот, Mudeng. Вот он держит на $500 000, у него лежит Mudeng. Так что вы можете анализировать кошельки, можете смотреть, что они тут делают. Трансферс, получается. И можете анализировать, куда, что он делает. Видите, он Penat продает. Он отправил на Meteor, там продал Penat. Вот он Viv докупил. То есть вы можете смотреть за кошельками китов и анализировать, смотреть, что они делают. Вот опять же, нажимаете вот сюда на эту вкладочку. Также вы можете фильтровать, допустим, видите какой-то кит, что он делает, он продает. Можете нажать сюда, и у вас отфильтруется график, потому что он делал. Вот он купил тут, потом продал, потом тут купил, продал, тут продавал, покупал. И тут продает, покупает. То есть вы можете, можно более график посмотреть, допустим, часовой. И можете там видеть транзакции этого кита, что он делал по графику. То есть вот так можно анализировать. Интересно. Потом нажимать сюда, чтобы убрать. И можете вот так вот китов смотреть. Можете топ-холдеров, топ-трейдеров так тоже отфильтровать и смотреть. Короче, можно следить за кошельками и смотреть, что кошельки эти делают. Это тоже вам будет помогать, если вы найдете какой-нибудь кошелек, который постоянно выигрывает, постоянно зарабатывает деньги стабильно, то можете его добавить к себе куда-нибудь в отдельную папочку выписать и следить за этим кошельком, смотреть, что он делает. И давайте, осталось, получается, 2 пункта последних. Я надеюсь, вам интересно. Это, получается, нужно анализировать сайт и твиттер проекта. Сайт не обязательно, но смотреть Twitter, то есть чтобы Twitter был живой. Вот, смотрим на количество читателей, чем больше, тем лучше. И смотрим на активность постов, то есть вот это хороший показатель, 140. Ну это закрепленный пост, да, закрепленный пост. Вот Мурат упомянул, он к себе репостнули они. Это вот, получается, вот они выложили мемчик, 6221 лайк за 19 часов.
В принципе, актив как бы 43 комментария, можно комментарии чекать, что там пишут люди. В целом актив такой, нормально. Не вау, но нормально. И чем выше актив, тем лучше, конечно же. И смотрите актив по соотношению к подписчикам. То есть, видите, в принципе, актив нормальный. Люди что-то пишут, репостят, посты выходят практически каждый день. Какие-то фотки интересные, сгенерированные искусственным интеллектом. Поэтому это нормальный твиттер-аккаунт, который живой. Поэтому обязательно анализируем твиттеры. Давайте еще Муденго посмотрим. Муденго мы уже смотрели. Давайте посмотрим SSS. Нажимаю сюда вкладочку Twitter. На DexScreener, опять же, ссылка на DexScreener будет в описании. Я даже, кстати, не контракты оставлю, а оставлю просто ссылки на эти токены, которые я вам сегодня показал, чтобы вы сами могли проанализировать, посмотреть, возможно, для себя что-то подобрать. Внимание, это профиль содержит, надеюсь, YouTube не забанит, что там такое. Вот, получается, тут они публикуют, я не буду, показывать, но тут они публикуют попы в своем твиттере, и актив у них по соотношению, кстати, у них 1000 читателей всего лишь, а посты набирают по 1000 просмотров, и лайки, и комментарии, и репосты есть, поэтому достаточно хороший такой показатель. Можете сами перейти, посмотреть их твиттер, тут они публикуют женские попы, если вам интересно, то можете посмотреть. В целом нормальный показатель для 1000 подписчиков, 1000 просмотров, это вообще вау, это очень хорошо. И давайте последний твиттер Пенаты чекнем, и потом я расскажу вам про последний метод анализа, как еще можно искать такие вот токены гемы. Получается 37,5 тысяч читателей, фан-пейдж, Пенат, белка, которая умерла, ее упоминал Илон Маск, поэтому она так сильно выстрелила, и листинги были на всех биржах. Количество просмотров 37 тысяч, огромное, вот, с Илоном Маском. То есть они такие прикольные мемчики публикуют, лайки, репосты, короче, все есть, поэтому достаточно такой активный твиттер-аккаунт, и это хороший показатель. То есть чем больше активность просмотров, лайков, подписок, репостов, тем лучше. Вот Илон Маск орешек выложил, они к себе репостнули. То есть смотрим на активность в твиттер-аккаунте. Ну и последнее. Наверное, вот один из тех показателей, как искать все-таки такие гемы, это искать такие токены в твиттерах инфлюенсеров. То есть инфлюенсер — это блогер, который рассказывает про крипту. Вот, допустим, есть такой Марсел, инфлюенсер, у него 55 тысяч подписчиков. Я у него заметил этот Пенат. То есть, видите, он достаточно много постов пишет про Пенат. Но, если честно, уже поздно покупать, поэтому я не рекомендую брать Пенат. Он уже сильно выстрелил, надо было раньше брать. Поэтому он до сих пор куча постов про него пишет. И не факт, что вот про Мичи еще пишет. То есть не факт, токены, которые вот тут указаны у него, не факт, что они выстрелят. Возможно, кто-то купил рекламу. То есть у блогеров тоже могут покупать рекламу токены и светиться в их аккаунтах. Поэтому важно анализировать все показатели, объемы торгов, как я говорил, market cap, ликвидность заблокированную, кошельки смотреть, кто покупает, если там киты, распределение смотреть. То есть все показатели, которые я рассказал вам в этом видео, их все нужно обязательно смотреть. Вот, поэтому ссылочку на Марсела я оставлю в описании, можете сами к нему в Твиттер перейти, знакомиться. Также можете искать через его Твиттер и других инфлюенсеров, которые пишут про крипту, и анализировать токены перед тем, как их покупать. Главный мемолог в крипте под мем-токеном — это Мурат. У него 500 000 практически читателей, я тоже ссылочку на него оставлю, вот он как раз сегодня выкладывал пост про Харамбе и Муденго, точнее не сегодня, 18 часов назад, вчера, то есть это было. Вот. Но если токен выходит здесь у него, то нужно смотреть тоже все показатели, потому что не факт, что они выстрелят. Вот, он достаточно очень популярный человек среди мемов в крипте, потому что он рассказывает про то, что это суперцикл мемкоинов, то, что у мемкоинов вся эмиссия в рынке, а вот у тех проектов, там, Старкнетов, Оптимизмов и прочих, у них токены в разлоке, там есть фонды, которые большую часть апсайда роста забирают. Мем-токены, они более честные, у них меньше капитализации и больше шансов вырасти. Короче, он чисто продвигает мемы в крипте и сам инвестирует в мемы, у него огромные депозиты, и поэтому можно смотреть токены, которые у него светятся. Опять же, сами анализируйте перед тем, как покупать, и только потом делайте выбор. Зачастую у него токены, которые уже, у него тут, допустим, SPX 6900, он же, допустим, давал кучу иксов, поэтому такой токен как бы нет смысла покупать. Надо смотреть такие, которые еще не выстрелили. Вот, допустим, Retardio еще, в принципе, можно присмотреться к покупочкам. Мич я не анализировал, не знаю. Popcat уже достаточно много дал иксов, поэтому тоже не знаю. Вот биткоин, Обама, Гарри Поттер 10, Sonic Inu, так называется, вот тоже можно еще присмотреться к нему. То есть смотрите, анализируйте токены. И давайте вам еще один твиттер-аккаунт покажу. Брэндон Слим. Такой вот тоже твиттер-аккаунт, 180 тысяч читателей. Тоже про Муденго пишет, он вообще прям дикий фанат этого бегемотика стал. Много постов про VIF пишет. Ну и тоже, кстати, про Билотаж уже. Вот Майка Муденг. То есть тоже можно у него в твиттер-аккаунте смотреть, про что, про какие токены пишет. В основном сейчас тут Муденг, но иногда упоминает и другие токены. Поэтому смотрим, анализируем обязательно перед покупкой и потом принимаем решение, покупать или не покупать.
Короче, все эти вот 3 твиттер-аккаунта я оставлю в описании. Через этих людей вы можете находить другие, можете смотреть, на кого они подписаны. То есть в читаемых заходите в читаемых, смотрите, кого он читает, переходите к этим другим инфлюенсерам, смотрите, что они пишут, сколько у них читателей, как их прогнозы отрабатывают, либо не отрабатывают, и так ищите других инфлюенсеров. Вот так это работает. Ну и напоследок я покажу вам свой мем-токен-портфель. Я начал увеличивать позицию в мемах, потому что мемы сейчас растут, и, соответственно, там, где бабки, туда нужно идти, чтобы зарабатывать. Поэтому я увеличил количество своих мемов в портфеле, у меня уже на $1200 мемы. Муденг, вот показывает хороший рост, потому что, у меня даже средняя цена покупки 0.35. Я думал, почему-то 0.32, ну ладно, 0.35 я покупал. Получается, ПП дал самый большой профит мне, 330% с момента моей покупки. Недавно ПП пробил ATH, то есть поставил новую вершину по цене. МОК у меня тоже есть, тоже несет профит. Вы просто посмотрите, у меня почти все мем-токены несут профит. Вот ВН пока еще в минусе болтается. Но почти все остальные мем-токены, которые я покупал, они все практически в профите. То есть меньшая часть из них в небольшом минусе. Но при этом эти токены, допустим, еще не отстреляли. Вот это вот УФТ не советую покупать. Бейк тоже как бы уже поздно. ГМЕ еще можно присмотреться, Мемет такое себе. То есть вот эти токены, они уже отстреляли, я с них забрал. Тут не совсем корректно показывает, я больше забрал процентов прибыли, потому что я случайно докупил, но тут некорректно показывает. И в принципе, вот такие вот мемчики я держу в своем портфеле, буду еще докупать, смотреть что-то. У меня есть и Харамба, и Муденг. Вот Харамба, она сейчас у меня в небольшом минусе, потому что я покупал по 0.0713, сейчас цена чуть ниже. И будем смотреть дальше, будем анализировать какие-то интересные мем-токены, я буду к себе выкладывать в телеграм-канал Bendy Gang, поэтому обязательно подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех крипто-событий. Также вы можете вступить в мое приватное сообщество, где колы даются в первую очередь. То есть я вначале сюда даю всякие сигналы, а потом уже даю в публичный доступ. Поэтому если хотите зарабатывать с нами одним из самых первых, вот люди зарабатывают со мной, вот ребята, лимитки поставили, бам, продали. Короче, мы вместе тут зарабатываем с ребятами, если вы хотите, можете к нам присоединиться. У нас уже тут 32 участника, и у нас развивается наша закрытая комьюнити, тут есть очень много всего интересного, сливы с приватных других сообществ, есть курс по трейдингу, курс по декс-торговле, как торговать мемкоинами, есть сливы платных курсов по трейдингу от других ребят, от топовых трейдеров. Огромное количество курсов, можете с ними тоже со всеми ознакомиться, что-то интересное для себя подобрать и начать учиться. Опять же, огромный список курсов. Все это есть у нас в телеграм-канале, поэтому если хотите, то можете присоединиться. Ссылочка на мое закрытое сообщество будет в описании. Такое вот большое видео получилось, надеюсь, очень полезное было для вас. Я поделился информацией, которую вы должны знать при торговле мемкоинами. Помимо этого, есть еще куча других факторов, которые можно анализировать. Если вам эта тема интересна, то, пожалуйста, влепите лайк, напишите в комментариях, чтобы я понимал, продолжать снимать про мемкоины, либо не продолжать. И пишите, подписывайтесь, ставьте лайки и приглашайте друзей. Наш канал потихоньку растет, у нас скоро будет уже 10 тысяч, поэтому летим вперед, как мемкоины на Луну. Но я с вами буду уже прощаться, увидимся в новых видео. Всем удачи, всем пока!